Итак, доброе утро. На удивление самой себе, сегодня я решила все-таки пораньше лечь спать. Ну, где-то в 6 часов утра. Для меня это нормальное время. Так что не будем. Видите, после этих ритуалов сколько народу тут летает всяких. Итак, дорогие друзья, не секрет, что сапожник не только без сапог, но еще без шапки, без перчаток и вообще голый весь. Мы настолько устаем и работать с людьми, и отвечать, и тратим очень много сил. Мы действительно реально, у нас очень много уходит жизненных сил. И поэтому нам нужно восстановиться, и восстановиться как можно быстрее. На долгие ритуалы у нас нет ни сил, ни желания. Поэтому я делюсь опытом, как я обычно восстанавливаюсь по-быстрому. Слово чернокнижье, оно пришло к нам из 90-х. Точнее, напомнили нам это слово. Вообще называли черницей. Хотя слово чернокнижие тоже имело место быть, однако не в том качестве, которым сейчас представляют. Да, это была не бесовщина, это было на самом деле просто тайное знание. Вот эта техника, она моя. Это мое, то есть мое личное, я вот так делаю. Правда, из ниоткуда ничего не берется. Все когда-то, может, делалось, уже забылось. Мы каким-то образом эту информацию считываем, нам это дано. Ну, в любом случае, как бы там ни было. Слова не мои. Слова я не буду говорить, что это за слова. Я думаю, что каждый, кто практикует, и так поймет это, что за слова и откуда они взяты. Но вот ритуал, естественно, он мой. Слова не взяты ни у кого. Это его автор написал 2000 лет назад и вроде бы не претендует на авторство. Поэтому можно смело их использовать. Это для практиков быстрое восстановление. Каким образом это происходит, дорогие друзья? Первое, что нужно делать, значит, вот эта вот бутыль, емкость, можно баночку маленькую, лучше обмотать черной нитью, черной тканью, то есть закрыть полностью его от мира сего. Это снимает усталость, это снимает черноту, это снимает вот злость за весь день, это снимает лишние переживания, которые были. Можно раз в 3 дня сделать. Ну, каждый день, я думаю, не особо-то надо. Каждый день вы не будете это делать. Ну, раз в неделю сделайте. Обновляйте свою энергию, чтобы у вас хватило сил, чтобы усилить себя, чтобы очистить вот этот слой, вот эту вот усталость и злость, из подсознания убрать вот эти все картины, потому что вы многим людям смотрите, делаете, это все надо убрать от себя подальше, то есть очистить себя. Ну, ванна с солью и так далее, это замечательно, не всегда есть на это время, на самом деле. Быстро купаемся и вышли. Значит, вода, соль, немного соли, горстка соли, вот она там внутри. Вот чуть-чуть перемешаю. Черная свеча восковая. Спички. Вот я такие большие беру для камина, потому что они удобные. Держишь и читаешь. Когда они догорели, ну, до этого предела, что уже руки жжут, туда кинули. Читайте, ну, желательно 6 раз, на 6 спичек. Потом берете, капаете эту свечу, некоторое количество туда, некоторое количество на вот эту вот крышку. Значит, свечу вынимаем, кидаем туда, эту крышку закрываем, запечатываем и выносим из дома. Можно оставить возле дерева, на перекрестке. В принципе, оно уже не имеет никакой силы. Это просто ты свою эту черную энергию вынесла от себя из дома и где-то кинула, оставила.
Ну, естественно, откупаться, как обычно, стандартный откуп, и повернулись. Вам станет сразу легче. Вот вы чувствуете, что над вами тучи сгущаются, начинается вот это все опять усталость, злость внутренняя. Иногда чувствую, что я сегодня настолько злая, я сейчас буду кидаться на всех подряд и начинаю говорить Яне: Ян, сегодня отказывай, сегодня не принимаю, сегодня я должна отдохнуть, или скажи, что я им всем завтра отвечу, потому что меня трясет, у меня злость уже появляется. Понимаете, мы имеем дело с такими силами, что они у нас забирают жизненную силу. Если мы не восстанавливаемся, нас внутри трясет. Мы бываем и агрессивны иногда, можем сорваться. Это нелегко. Ты очищаешь человека, снимаешь, и потом через тебя пропускаешь, иногда блюешь кровью, извините за выражение, иногда крутишь живот, лежишь, иногда спина начинает побаливать, иногда туман, полупьяное состояние, тебе нужно ехать за свечами, еще за чем-то, а ты не можешь. Я сколько раз была на полпути, такси просила обратно вернуться. Я чувствовала, что мне плохо, мне вот прям сейчас станет плохо, мне нужно пойти полежать. Я возвращалась обратно. И вот нужно временами обновить свою энергию. Она очень много расходуется, вот слишком. И поскольку нету времени, вот маленький рецепт от меня для всех ведьм. Соль, вода, черная материя обмотайте. Ну, можно и не обматывать, но я предпочитаю обмотать, чтобы там не было видно, что там, как там закрыть. Значит, восковая свеча на 6 спичек. Я обычно 6 раз читаю, хватает. Начитать, вот она догорела, кинуть туда 6 спичек. Потом в конце накапать некоторое количество на крышку, эту свечу туда кинуть, запечатать, вынести и выкинуть вместе с откупом. Ну, 6 монет оставьте возле дерева, там на перекрестке, как обычно, и уходите. Вам станет легче. Вот эта злость, она должна убираться, потому что мы будем срываться на своих домочадцев. Всегда так. Как бы мы ни говорили, это очень тяжкий труд. Врагу не пожелаю. Хотя нет, врагу пожелаю. Они это заслуживают. Итак, вот вот этих сук вспомнила, видал, что творится. Пойду воду налью по новой. Вот как завидует-то, а. Как и вспомнишь, даже силы тут дают о себе знать. Сейчас, секунду. Итак, кстати, не случайно силы уронили, потому что я кое-что забыла сказать, как всегда. Я забыла сказать, что можно и воском покапать вначале, очистить верхний слой, а потом начать спичками. То есть спички здесь символизируют всего лишь дерево, древесину, понимаете? Ну, не было бы спичек, дерево бы жгли, какая разница? Вот, можно и восковой свечой тоже покапать, то есть очистить верхний слой этой черноты, обновить, потом спичками. Вот я про это забыла сказать, они мне напомнили, то есть не дали мне начать ритуал. Понятно вам, товарищи? Итак, слова, я думаю, что вы знаете, так что нет нужды говорить, да? Начнем. Чуть-чуть покапаем сначала. Может свирепеть свеча, смотря насколько у вас вот этой усталости, насколько много накопилось. Вы же через себя пропускаете человеческие бедствия. Понятное дело, что она оседает на вас, понимаете? Она оседает. Вообще в старину бабушки в деревнях специально держали воду, и там то серебряные украшения были, то магниты они потом находили, вот магнитные камни. И после каждого дня, значит, лили на себя сверху, о себе заботились, очищали себя, потому что понимали, сколько бедствий, трудностей через себя они фильтруют человеческие. Поэтому это не шутки, дорогие друзья. Начнем. Держать неудобно и читать. Вот. Хесебен анисе ежишан ечто. Эофт ями астит явс ад. Эофт эйвстрац. Тедирб ад. Яофт ялов тедуб ад.
ilmes an iseben an okya. Send manjat ye shunsan shan belch. И ежокя ишан, и иглот ман и ватсо и мишан микин жолт, миалватсо им. Эне шукси овсан идеев эн и. Огавакул тосан и вапси он. Викев икев ов авалс и. Алис и Австрац, Це Еофт, Оби, Нима. Вот давайте покапаем. Раз уж такое дело. Наверняка будет черный, потому что в эти дни всякую гадость снимала. Ну вот, видите. Вот. Ну, потом покажу. Черные, естественно. Это не вылить воском, это просто так сверху. Нам такие особо великие чистки-то не нужны, просто нужно обновлять себя, это всегда нужно. Вот сейчас вот прям глаза открылись, как будто лоб подняли вверх. Они даже, если я их просто обучаю, показываю, они все равно сильные, какая разница. Вот гляньте, видали? Сколько сук завистливыми глазами на меня смотрят. Вот так вот. Дальше. А теперь зажигаем черную свечу. Вот этот черный воск пускай догорит до конца потом. Ну, то есть, да, докапать туда и кинуть. Желательно хотя бы до половины, потому что она должна унести. Во, начала плакать. Начинаем. Воск горит, а мы над спичкой. Во. Можно провести вокруг лица, вокруг рук. Здесь я сейчас не могу показать. Вокруг спины. То есть вот те места, где покалывает, болит, где уязвимо на самом деле. А можно просто, держа в руке, читать. Разницы особо никакой, но это уже ваша интуиция вам подскажет. Но пользуйтесь этим. Это очень хорошая вещь. Это быстрая и очень эффективная. А мы же все хотим по-быстрому. Хесебен ан иже еши шан ечто. Еофт ями ястит явс ад. Еофт еевстрат. Тедириб ад. Яофт ялов тедуб ад. Ilmes ан и исебен. Ан окя. Сент манджат. Еншусан шан белх. И екожья ишан. Иглот ман и ватсо и мишан микиж лот. Меялватсо им. Ейне шукси овсан идеев ен и. Ога калум. Огавакул тосан. Ивабзи он викев икев. Ов авалс и алис и овстрас тье еофт оби нима. Усталость сказывается. Вот, читаете. Ждете, пока догорит. Угу. И так вот 6 раз, 6 спичек. Потом в конце вот это покапайте сюда. До половины. Хотя бы, да? Сейчас не буду показывать. Потом это капаете вот сюда, запечатываете и выносите из дома. Можете ночью сделать, днем вынести, это не страшно. Я думаю, что практикам особо много чего объяснять не надо, просто им нужно дать дельные, действенные, быстрые работы, чтобы они себя тоже иногда обновляли. Пользуйтесь во благо. Всем удачи!